Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Понравилось мне работать с полосочками. Столько интересных вариантов можно придумать. Подбирала ткани по цвету. По 3 оттенка синего и коричневого. Выкроила полосы с шириной 6 сантиметров, а длиной сколько позволяет ткань. Сшиваем их вместе длинными сторонами. Строчку делаем мелкой, короткие стежки, потому что потом эти детали будем резать. Цвет ниток нейтральный серый. Шьем на ширину лапки. Самое главное, чтобы расстояние от края было везде одинаковым. Соединили вместе 2 полоски, добавляем 3. После того, как сшили в одно полотно все 6 полосок, тщательно разутюжим швы в разные стороны, выровняем край и измерим ширину заготовки. У меня получилось 28,5 сантиметров. Теперь наметим линии и разрежем наше полотно на прямоугольники длиной 30 сантиметров. Сложим попарно одинаковые детали. Следите за тем, чтобы швы совпадали. Детали тщательно сколем и проведем диагональ. Для этого от верхнего левого угла отложим 1,5 сантиметра. Линейку расположим под углом 45 градусов и водорастворимым маркером нарисуем линию диагонали. Естественно, эта линия на другой стороне будет заканчиваться не в самом углу, а на расстоянии 1,5 сантиметра от него. Шов будем прокладывать по обе стороны от этой диагонали. Шьем также на ширину лапки. Сначала по одной стороне, потом можно развернуть полотно и прошить по другой стороне от диагонали. Заготовку надо проутюжить, а потом разрезать между швами. Отрежем уголочки и развернем заготовки. Смотрите, какие интересные квадраты с разным рисунком у нас получаются. Естественно, я не случайно изначально выкраивала длинные полосы, и у меня нашилось сразу несколько квадратов. Мои постоянные зрители наверняка уже вспомнили это лоскутное полотно. Я начала с ним работать. Размер получился 150 на 180 сантиметров. Коротковато для нормального одеяла. А у меня закончилась нужная ткань, поэтому искала и заказывала то, что надо. А сейчас решила продолжить с ним работу. В этой раскладке у меня было 6 на 7 квадратов. И не хватало буквально одного ряда, 6 квадратов. А сейчас можно уже увеличить его размер. Вот так будем это делать. Строим дальше оптические иллюзии. Сшиваем эти новые квадраты между собой в длинный ряд, а потом уже начинаем его присоединять к основному большому полотну. Вы знаете, что обычно я шью сразу длинными рядами, и вся стыковка деталей происходит автоматически. А здесь сначала надо совместить все углы, прямо в шов заколоть булавками, подровнять, подтянуть ткани, а уже потом шить. Есть такая поговорка: дураку пол работы не показывают. Но я делюсь всеми тонкостями. Сами знаете, если непонятен какой-нибудь момент работы, то все кажется очень сложным, трудным и тяжелым. Надо мне еще подумать, как дошить такое большое полотно. Сами знаете, у меня простая бытовая швейная машинка с узким промежутком. А вы проверьте, подписаны ли вы на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!